Друзья, всем привет! Вы на канале фитнес-тренеров-близнецов. Сегодняшнее наше видео записано по просьбе одного из подписчиков нашего канала. Вы научитесь выполнять упражнения на зону лба. Мы будем избавляться от горизонтальных морщин на лбу. Напоминаю, что фитнес для лица практически не имеет противопоказаний. С осторожностью, при гриппе, простуде, если есть высыпание на лице, упражнения лучше отложить. Но не в долгий ящик, не до лучших времен, а ненадолго. При онкологических заболеваниях тоже с осторожностью. Упражнения для лица можно сочетать с косметологическими процедурами. Например, соблюдаем здесь режим. Например, при ботоксе через 4-6 недель после процедуры, при филлерах, нитях через 5 месяцев. При мезотерапии, биоревитализации лица можно приступать к тренировкам уже через 2 недели. И напоминаю, мои хорошие, что фитнес для лица – это не столько красота, не столько сияющее молодое лицо, это, скорее всего, само собой разумеющееся, это здоровье прежде всего. Потому что наши мышцы из года в год накапливают боль и стресс. Это естественный процесс организма. Как и мышцы тела, так и мышцы лица накапливают боль. Особенно мышцы лица, потому что они отвечают за наши эмоции, как положительные, так и негативные. Именно по этой причине, чтобы вот эта боль не накапливалась в организме как токсины и не вызывала болезни, мы занимаемся тренировкой лица. Мы тренируем наши мышцы, тем самым мы расслабляем наши мышцы, приводим их в состояние естественное, в каком они были в 25 лет, когда наша жизнь еще не была заполнена столь яркими эмоциями любви или ненависти. Итак, дорогие мои друзья, давай начинать делать наше лицо молодым, красивым и сияющим. И, конечно же, если в процессе возникнут вопросы или ты хочешь, чтобы следующее видео было по твоей проблемной зоне, то напиши мне в комментариях, я обязательно ознакомлюсь, и следующее видео будет моим небольшим подарком для тебя. Давай начинать. Первое наше упражнение направлено на укрепление лобно-затылочной мышцы. Итак, мы помещаем указательные пальцы на лоб и скользим пальцами вниз. Остаемся на надбровной дугой, раздвигаем межбровку, хорошенечко натягивая кожу, и веки слегка провисают. И начинаем удивляться, широко открывая глаза, создавая пальцами сопротивление. В среднем темпе, не очень быстро. И на последнее повторение мы задержались в статике, смотрим вверх, как будто хотим заглянуть в свою макушку, и остаемся в этом положении, считая про себя до 40. Считайте не очень быстро, в среднем темпе, примерно 1, 2, 3, 4 по десяткам. Друзья, я хочу напомнить, что наши мышцы лица прикреплены непосредственно к коже. И за счет того, что мы даем мышце нагрузку, наша кожа подтягивается, мышца растет, мышца увеличивается в размере и тянет за собой кожу. И за счет этого упражнения наши горизонтальные морщины на лбу разглаживаются. Важный момент в этом упражнении. Когда вы выполняете, когда вы только приступили к упражнениям, вы можете заметить, что у вас собираются складочки вот здесь во время выполнения этого упражнения. Это не страшно, это вполне естественно и нормально, особенно если вы приступили к тренировкам после 40 лет. Но важно соблюдать следующее условие: натянуть вниз кожу и раздвинуть межбровку. Даже если складочки образуются, это не страшно. Итак, выполняйте в динамике 20 повторений и на последнее повторение задержитесь в статике. Если у вас возникнут вопросы по этому упражнению, вы всегда можете написать мне в комментариях.
И еще один такой важный момент. Когда мы работаем над верхней третью лица или над средней третью лица, очень важно не напрягать челюсть. Многие новички совершают такую ошибку, что стискивают зубы и напрягают челюсти, потому что хотят лучше выполнить упражнение. Не нужно этого делать. Я вам посоветую, как расслабить челюсть. Я вам посоветую рот держать слегка приоткрытым, вот таким вот образом. И тогда ваши зубы останутся разомкнутыми и не будет перенапрягаться височно-челюстной сустав. И обязательно после упражнения на сокращение мышцы мы выполняем упражнение на расслабление мышцы. Грамотный, идеальный комплекс по фитнесу для лица построен именно таким образом, где сочетаются упражнения на сокращение и на расслабление. И мы переходим к упражнению на расслабление лобно-затылочной мышцы. Друзья, и для выполнения следующего упражнения на расслабление лобной мышцы нам понадобится обруч, но не вот этот обруч, который мы крутим на талии, а совершенно другой обруч. Обруч мы формируем нашими пальцами. Указательными пальцами мы натягиваем кожу лба вверх, подтягиваем вверх, и вы видите, как приподнимаются веки, как приподнимаются брови. Большими пальцами мы в зоне виска натягиваем кожу тоже вверх. Обращаю ваше внимание, что указательные пальцы находятся не совсем в волосистой части головы, а немножечко пониже. Обратите внимание, посмотрите в зеркало, вы должны поставить пальцы, расположить пальцы на лице таким образом, чтобы у нас приподнялись немножечко брови и веки. И сформировав таким образом обруч, плечи круговым движением от себя, мы направляем взгляд вниз. И остаемся в этом положении, считая про себя до 30, также в среднем темпе считаем по десяткам. В таком темпе 1, 2, 3, 4 и так далее. Важные моменты в этом упражнении. Во-первых, не напрягайте шею, не напрягайте плечевой пояс, когда вы выполняете это упражнение. Тянитесь макушкой вверх, затылком назад к стене за спиной. Держите правильную осанку, это очень важно. Второй момент. Когда мы выполняем упражнение обруч, не опускайте голову вниз. Важно держать подбородок параллельно полу. И третий важный момент. При выполнении этого упражнения нужно направлять взгляд не просто вниз перед собой, а вниз хорошенечко, как будто вы хотите посмотреть на свою грудь. Почему это нужно сделать именно так? Дело в том, что одним концом лобная мышца прикрепляется к кости, а другим концом она свободна. В данном случае она крепится к верхней части круговой мышцы глаза. И когда мы направляем наш взгляд вниз, мы тянем этот конец мышцы глазами вниз, а пальцами мы тянем вверх. И тем самым наши горизонтальные морщины на лбу разглаживаются, и лоб расслабляется. Друзья, удачных вам тренировок, хороших, прекрасных результатов, гармонии не только на лице, но и в душе, и в окружающей жизни. До новых встреч!